В самом центре этого зоопарка новорожденный слоненок внезапно рухнул в пыль, повергнув свою напуганную мать в абсолютную панику. Оживленная энергия после полудня испарилась в мгновение ока, сменившись тишиной со стороны зрителей. Крошечный слоненок лежал парализованный в грязи, совершенно не реагируя на отчаянные толчки своей матери. Однако то, что эта обезумевшая мать сделала дальше, заставит вас ахнуть от шока. Эта удивительная история произошла в Чехии, а именно в историческом пражском зоопарке. На протяжении десятилетий преданные сотрудники зоопарка содержали массивный вольер. Это была необычная экспозиция. Это была тщательно продуманная среда обитания, построенная специально для стада величественных индийских слонов. Обширная территория предлагала этим великолепным животным массу места, чтобы бродить, играть и наслаждаться днями в обстановке, которая ощущалась как дом. Смотрители вложили всю душу в воссоздание заповедника, который идеально напоминал слонам об их родных землях. И ставки для этого конкретного вида не могли быть выше. Прямо сейчас в дикой природе естественная среда обитания индийских слонов подвергается жестокому разрушению. Темпы этого разрушения ускоряются с беспрецедентной скоростью, не оставляя этим разумным гигантам места для бегства. Без неустанных усилий убежищ и программ по сохранению видов, подобных той, что существует в пражском зоопарке, мировая популяция индийских слонов вскоре может столкнуться с вымиранием. Их выживание буквально зависит от таких мест, работающих не просто над тем, чтобы сохранить им жизнь, но и чтобы помочь им по-настоящему процветать и размножаться. За годы работы пражскому зоопарку удалось собрать сильное стадо из 8 индийских слонов. Тем не менее, несмотря на безупречную среду и бесконечную заботу ветеринарного персонала, они столкнулись с душераздирающей реальностью. На протяжении многих лет в вольере совершенно не было слышно радостных звуков слоненка. Не произошло ни одной беременности. Однако все изменилось, когда прекрасная слониха по имени Джанита была представлена своему новому спутнику – Меконгу. С самой первой встречи, когда они встретились взглядами, эти два величественных существа установили глубокую связь. Это были узы, которые принесли обновленную надежду всему заведению. И вскоре разлетелась невероятная новость – Джанита беременна. Смотрители были в восторге, но их тревога только начиналась. Беременность слона – это непростое путешествие. Это изнурительный процесс, который длится 2 полных года. На протяжении 24 долгих месяцев смотрители ежедневно отслеживали жизненные показатели Джаниты, затаив дыхание и подготавливая территорию для самого маленького нового жителя. Наконец, после 730 дней ожидания пришла долгожданная награда. Джанита успешно родила прекрасного здорового мальчика, его назвали Макс. Макс не был просто очередным пополнением в зоопарке, он стал живой вехой. Его мгновенно прозвали «чудо-слоненком», потому что он был самым первым в своем роде, кто был и зачат, и рожден в Чешской Республике. Его рождение доказало, что взрослое стадо чувствовало себя в полной безопасности и без стресса в своей среде, что стало огромной победой для глобальных усилий по сохранению природы. Почти за одну ночь маленький Макс стал местной знаменитостью, покорив мир своим игривым нравом. В отличие от большинства медлительных слонов, Макс проявлял безрассудный энтузиазм перевозбужденного щенка. Он часами гонялся за матерью, прыгал в водопой и катался, пока не покрывался грязью полностью. Одним из его самых любимых занятий было подходить прямо к стеклянной стене, отделяющей посетителей от вольера. Он смотрел на людей любопытными глазами и осторожно постукивал по стеклу своим маленьким хоботом. Этот простой жест вызывал широкие улыбки у наблюдающей толпы. Как и любой человеческий ребенок, Макс интересовался всем на свете. Он был сгустком энергии с момента пробуждения до того момента, пока, наконец, не падал без сил. Он всегда бегал, исследовал и пускался в новые приключения.
Сотрудники зоопарка любили наблюдать за его бесконечными проделками, считая его высокую выносливость высшим признаком превосходного здоровья. Родители в толпе также чувствовали теплое волнение, когда видели, как уставший слоненок ищет утешительную тень матери, прежде чем погрузиться в сон. Во многих отношениях Макс зеркально отражал поведение человеческого малыша. Но эта щенячья энергия вот-вот должна была спровоцировать экстренную ситуацию, от которой замирает сердце и которую никто не предвидел. Одним особенно теплым днем беззаботная атмосфера в пражском зоопарке разрушилась в мгновение ока. Макс активно играл, следуя своим обычным хаотичным игровым привычкам. Его заботливая мать Джанита присматривала за ним с небольшого расстояния. Затем, без всякого предупреждения, начался кошмар. Макс медленно забрел в тенистое пыльное место, чтобы спастись от полуденной жары. Внезапно его ноги подкосились. Он рухнул на землю, как будто вся энергия мгновенно покинула его тяжелые кости. Сначала все отмахнулись от этого. Это казалось просто частью его обычного игривого распорядка. Но спустя несколько минут волна ужаса накрыла толпу. Он не двигался. Казалось, подъем и опускание его грудной клетки полностью прекратились. И никто не был обеспокоен больше, чем Джанита. Будучи матерью в первый раз, Джанита и без того была защищающей и осторожной со своим малышом. Но теперь ее материнские инстинкты переросли в террор. Ее массивные уши начали бешено хлопать. Она бросилась к нему. Ее хобот настойчиво ощупывал его крошечное тело, ища сердцебиение под ребрами. В ее широко раскрытых глазах можно было увидеть почти человеческую агонию. Чем дольше Макс оставался неподвижным в пыли, тем сильнее росло напряжение во всем зоопарке. Обычный фоновый шум зоопарка мгновенно стих. Каждый человек затаил дыхание, молясь, чтобы чудо-слоненок просто открыл глаза и встал. Но Макс не двигался. Он просто лежал совершенно неподвижно. Все в напряжении наблюдали, как Джанита подошла к своему ребенку. Она деликатно подталкивала его обмякшее тело хоботом, а затем пыталась разбудить его ногой, пытаясь перевернуть. Атмосфера сменилась с беспокойства на ужас, когда маленькое тело Макса внезапно начало дергаться. Это был пугающий неврологический индикатор того, что что-то не так. Джанита начала в панике кружить кругами вокруг своего слоненка. Все ее массивное тело излучало панику. Это была душераздирающая сцена. Глубоко разумное существо, испытывающее мучительное бессилие от невозможности спасти своего ребенка. Она продолжала гладить его неподвижное тело, проводя чувствительным хоботом по его конечностям. Но Макс не отвечал. Однако то, что показалось всем в толпе невероятно странным, это жуткое поведение остального стада. Пока Джанита паниковала, никто из других слонов не выглядел так встревоженно, как она. Даже Меконг, отец Макса, держался на расстоянии. Массивный бык не сделал ни шагу вперед, чтобы вмешаться или помочь своей паре. Остальные просто стояли на пыльном заднем плане, молча наблюдая и не делая ни малейшего движения, чтобы помочь слоненку. Смотрители, наблюдавшие через стекло, сразу заметили, насколько странным и неестественным было это поведение. Обычно, если кто-то в группе слонов попадал в беду, а особенно если это была мать, зовущая на помощь своего детеныша, остальные массивные животные мгновенно бросались на поддержку. В их эволюционную биологию жестко встроена забота друг о друге в моменты кризиса. Но в этот день стадо стояло как статуи в тени, словно они были посвящены в секрет, которого не знал больше никто во всем зоопарке. В пыли у Джаниты быстро заканчивались варианты. Она подталкивала Макса с удвоенной силой, почти умоляя малыша встать и открыть глаза. Но Макс выдал лишь еще один слабый спазм,
прежде чем снова погрузиться в пугающую неподвижность. Смотрители наблюдали за этим с колотящимися сердцами, адреналин пульсировал в их жилах. Тысячи ужасающих медицинских предположений проносились в их головах. Спровоцировала ли сильная полуденная жара тяжелое обезвоживание, вызвавшее коллапс его хрупкой системы? Перенес ли он невидимый перелом или внутреннее кровотечение во время своей безрассудной игры? Или, что страшнее всего, его хрупкая иммунная система боролась с какой-то смертельной болезнью? Никто не знал наверняка, но то, что Джанита сделала дальше, оставило каждого наблюдателя в полном оцепенении. Поняв, что у нее совсем не осталось вариантов, и ей не удается разбудить малыша, Джанита перестала подталкивать Макса. Она отвернула свое массивное тело от слоненка и посмотрела прямо на толпу. Она уставилась именно в то место, где стояли несколько смотрителей, чьи лица были полны беспокойства и паники. Затем Джанита высоко подняла хобот в воздух и намеренно помахала им в сторону людей. Это был безошибочный интеллектуальный жест. Она подавала прямой сигнал СОС представителям другого вида. Это был невероятный момент. Ее дикий инстинкт преодолеть разрыв между видами и обратиться к людям был абсолютно поразительным. Многие животные не смогли бы осознать или подумать таким образом в момент паники. Но Джанита ясно понимала что-то глубокое. Она знала, что люди, наблюдающие за ними, глубоко заботятся о них, и что у них могут быть силы помочь ее ребенку. Никто не мог поверить своим глазам, но смотрители не теряли ни секунды. Минуя строгие протоколы безопасности, команда вбежала прямо в вольер. Другие слоны благоразумно остались позади, сохраняя дистанцию. И что примечательно, даже Джанита отступила в сторону, борясь со своими защитными инстинктами, чтобы дать человеческому персоналу необходимое пространство. Пока они спешили к Максу, она стояла в нескольких футах рядом, наблюдая за каждым их движением умоляющими глазами, надеясь, что у них есть лекарство. Когда смотрители опустились в пыль, дела выглядели совсем неважно. Ветеринарный персонал осторожно надавливал на ребра слоненка, чтобы стимулировать реакцию, но животное оставалось безжизненным. Усилив старания, они начали толкать тяжелое тело со значительной физической силой, но он все равно лишь немного дернулся и замер. Неужели пражский зоопарк действительно собирался потерять своего чудо-слоненка? Или же под поверхностью скрывалась невидимая истина? Затем, как раз когда давящий груз неудачи начал оседать на зоопарк, и казалось, что чудо-слоненок действительно ушел, все изменилось в одно мгновение. Тишина в пражском зоопарке взорвалась, когда стоящие на коленях смотрители внезапно расплылись в огромных улыбках. Они издали вздох абсолютного облегчения. Макс внезапно вскочил на ноги. Он отряхнул толстый слой пыли со спины и немедленно начал трусить по вольеру, как будто абсолютно ничего не произошло. Не было никакой смертельной болезни или сильного обезвоживания. Оказалось, что растущий слоненок просто истощил свои запасы энергии и погрузился в невероятно глубокий сон. Он играл так усердно, что заснул таким тяжелым сном, что даже его собственная обезумевшая мама не смогла его разбудить. Только совместные физические усилители смотрителей, толкавших его, смогли, наконец, вывести его из этого интенсивного оцепенения. Внезапно сбивающее с толку поведение взрослого стада обрело идеальный смысл. Остальные разумные слоны не бросились на помощь Джаните, потому что они каким-то образом знали, что с Максом все это время все было в порядке. Они намеренно оставались спокойными именно для того, чтобы показать запаниковавшей матери, что ее ребенок просто отдыхает. Джанита была абсолютно счастлива видеть, как ее малыш снова бегает. Она поспешила к своему мальчику, ласково обвив хоботом его маленькое тело, осыпая его материнским облегчением. И в финальный момент
вызвавший слезы на глазах у наблюдающей толпы, перед тем, как персонал покинул вольер, Джанита повернулась к ним лицом. Она снова высоко подняла хобот, чтобы помахать им. Это было молчаливое «спасибо» от благодарной матери людям, которые поспешили ей на помощь. Оставьте комментарий, если вы улыбаетесь этому счастливому концу. Каковы ваши мысли об этом эмоциональном аттракционе с участием Макса и его матери Джаниты? Как бы вы отреагировали, если бы стояли в той безмолвной толпе, глядя на безжизненного слоненка? Мы будем рады услышать ваши мысли. Обязательно оставьте комментарий ниже. И если вам понравилась эта трогательная история, не забудьте поставить лайк видео, подписаться на новые невероятные истории о животных и поделиться ею с тем, кому сегодня действительно нужна улыбка.